Всем привет, это канал «Модистили» Гоша Карцева, я Гоша Карцев. Это «Отгадай звезду по одежде» рубрика. И сегодня у нас в гостях... Не, пусть угадает, кто в гостях по одежде. По одежде угадайте, кто сегодня в гостях. Конечно же, краш миллионов. Это Арсений Попов. Ничего себе, меня так первый раз представляют. Всем здрасте. Так это правда же? Посмотри, сколько у тебя подписчиков в инсте? Да хуища. Ну, миллионов не подходит. У меня Подожди, миллион в максимум. инсте? Да, максимум. А потом еще миллион в Ютьюбе одном, потом в другом каком-то. Да, это мои подписчики. Да, все. Ладно, я принимаю. Все комплименты принимаю. Спасибо, всем привет. Самые красивые глаза импровизации. Арсений Попов. Ой, так никто не говорил. Есть ли какое-то упражнение, чтобы быстро разогнаться на импровизацию? Упражнений масса. Мне знаешь, как Отжимания, например. Отжимания очень помогает. Кровь разгоняется, да, это тоже помогает. Смотри, у нас же сегодня будет с тобой рубрика «Угадай звезду по одежде». Да. Актеры же это звезды. Да. Фильмы, в которых они снимаются, Да. это звездные фильмы. Это долгая подвеска. Тебе кто-нибудь из наших, не знаю, операторов или из тех, кто в студии, говорит любую букву, и тебе надо только на эту букву объяснить мне фильм. Фильм? Название фильма. Давай. Только чтобы я смотрел, какой-то сильно артхаусный не надо. Юра, назови букву. А. Автоматизированный автомобиль. Сложная, кстати, буква. Да, реально Вообще гласные сложно. сложные. Можно фамилию, кстати, говорить, если там есть какой-то актер на Блин, я знаю, я играю в П. В П такой. Давайте, скажите ему П букву. Да, правда, пусть у тебя будет П. П. О, пусть К. Ты же Карцев. К. Корабль. Корабль. А Титаник? Да, правильно. Все? Да. Давай теперь ты. Теперь я. Да ты Попов. П на П. Давай, загадывай фильм. Пара приятелей Пара приятелей. погоняли, поездили. Форд против Феррари. Шикарно. Разогнались. Мне нравится в вас, так как я в последнее время с вами много времени провожу, Есть как такое. вы быстро включаетесь в кадре, в работу. Потому что вчера, например, господи, столько было стресса за кадром. Встал, всем привет! И это Арсений Попов, и это громкий вопрос. Ну да, движение ты передаешь четко. Это делаем. за этим интересно наблюдать, и я этому даже учусь у вас у всех. Но есть ли какой-то совет, как, например, убирать все лично и входить? Ты же оставляешь на сцену, когда уходишь, все за кадром? Обязательно. Вот это прям надо убрать. То есть прям сосредоточиться. Это просто убрать. Да, прям убрать. Переключиться, заземлиться. Я, кстати, не знаю, как это сделать механически. Я имею в виду, вот как прям сказать совет, знаешь, как алгоритм. Скажи А, Б, В и забудь. Ну да, надо думать больше про предстоящие задачи. Я поэтому и не люблю, когда у меня съемки, я ненавижу что-то делать еще параллельно. Я в этом, кстати, плане тоже однозадачный. Что в Питере за спектакль? У нас в Санкт-Петербурге есть театр эстрады Райкина. И прикольный спектакль, называется «Вселенная Островского». Как-нибудь будешь, можно не платить, я тебя туда зазову. Это что, собирался платить? И будем фонариком слепить. Кого ты играешь там? Спектакль состоит из разных кусочков разных произведений. У меня там 3 роли. Давай без спойлеров, чтобы ты пришел, посмотрел. Это твой первый большой спектакль? Это главная роль? Нет, не главная, но она одна из. Там, знаешь, на самом деле таких второстепенных-то почти нет. То есть там начинается кусок. Это твоя первая сцена в Питере? Нет, я когда в Питер только переехал, я прям активно в театре работал. Но в связи с телевизионными своими историями пришлось там подзавязать. Ты в эстраде сейчас в штате? Да, это контрактная у меня история, то есть я работаю только в одном этом спектакле и, наверное, пока не готов к другим. Когда будет... Сколько он идет? Это не проект, то есть он в репертуаре, он будет идти там каждый месяц. До конца года? До конца, я надеюсь, жизни. То есть это вот спектакль, который встал в репертуар, это вот то, про который будут говорить там 5 лет идет. Если его не снимут по какой-то причине. Мужчина, мы сегодня будем обсуждать актеров с тобой. Собственно, я готов. И вообще, как они выглядят, и как они играют, если получится. Ага. Но насколько я могу судить, кстати, как зритель, вот. Гоу. Слушай, у меня есть подозрение не по одежде. По одежде трудно почему? судить, а по причесочке. Он сильно похудел. Он, знаешь, где еще играл? Как его зовут? Он еще играл человека, изменивший все. Он был с Брэдом Питтом, его этим статистическим... Джона Хилл, да? Да, как раз его... Ты думаешь, что это Джона Хилл? Думаю, да. Я думаю, что это Арнольд Шварценеггер, потому что я посмотрел. Ой, слушай, как круто. Знаешь, есть люди, которые типа молодятся, а ему это все идет. То есть достаточно молодежная куртка и вообще велик. Бывает ли возрастная куртка спортивная? Дутик возрастной, это что, Прада? Знаешь, бывает. У какого-то Газманова. Все вот эти вот стилек, вот этот Юникло.
знаешь, Да, вот да, это, да. это, мне кажется, возрастные. Да, понял, да, согласен тут. Ну, А ты это шаришь, прям смотри. молодежные. Хороший актер Шварценеггер. Он когда был просто бодибилдером в кино, Да. он тогда был, ну, достаточно таким одинаковым. А сейчас у него, видимо, знаешь, либо количество перешло в качество, либо какие-то, может быть, тренинги и прочее. Вот начиная с «Близнецов», где они с Дэнни Девито играют. Ты вспомнил. Вот все, где он играл не Качка? не качка, вот, там он прям хорош. И комедийный, типа. Ты думаешь, что он Комедийный. хороший комедийный актер? Это все актеры. А, я знаю, кто это. Адам Сэндлер. Это, Мне кстати, кажется. это Адам Сэндлер. Это старая фотография. Вот это, кстати, прям его, ну, как скажем, обычный. Это его, как показательный стиль. Мне кажется, вот он всегда так. Для меня вот он везде играет сам себя. Но когда вот у меня, знаешь, хочется жвачку для мозгов качественную, когда ты очень сильно устаешь, можно просто Адам Сэндлер очень помогает. Очень хорошо. Как это называется фильм? Он с Дженнифер Энистон «Притворись моей женой». расследует убийство. Они едут на какую-то свадьбу, и там происходит убийство, они расследуют, они детективы. Это с ним? Murder Mystery, например. Murder. А, знаешь, где Адам Сэндлер? Это же он в фильме последние. Загуглите Адама Сэндлера про камни. «Мстители. Финал». Вау, это будет сегодня не угадать, но по одежде угадать, что имеет в виду Карцев. Да-да-да. Uncut Gems. Вот. Так, это у нас второй уже, да, персонаж? Да. Давай третьего я угадаю. Но как стилек-то? Да Как ну. обычный. Это вот, кстати, откуда Гарри Харламов взял стиль свой. Во-первых, да. Во-вторых, так, а это же, ну так что, ну никак. Он же прям, я даже его casual бы не назвал, потому что он какой-то растянутый casual. Но у него все равно, видишь, цветовая палитра здесь. Он парится. Он парится, но делает вид, что не парится. Как и Гарри Харламов, кстати. А пока я готовлю для вас новый СМР, хочу кое-что рассказать. Модной индустрии нужны не только стилисты, но и талантливые графические дизайнеры. Они создают обложки для YouTube, фирменный стиль компаний, рекламные баннеры, мерч, упаковку и многое-многое другое. Освоить востребованную специальность можно, не выходя из дома. Достаточно пройти качественные курсы. Советую обучаться в проверенной онлайн-школе дизайна Contented на базовом курсе «Графический дизайнер с нуля до про». Вы поэтапно научитесь профессионально работать в основных программах и погрузитесь в 5 ключевых направлений дизайна. Во время прохождения курса создадите 18 работ, которые сможете положить в портфолио, а также пройдете стажировку в креативном агентстве Red Cats. На всем пути обучения вас будут сопровождать менторы, практикующие дизайнеры крупных компаний, ну и, конечно же, карьерный центр, который помогает создать портфолио и резюме. Кстати, ученики начинают работать через несколько месяцев после начала обучения. Не бойтесь пробовать новое, тем более с помощью опытных специалистов в этой сфере. По промокоду Карцев вы получите скидку 45% на все тарифы обучения. А также для вас бесплатно откроется курс английского языка для дизайнеров. Переходите по ссылке или QR-коду и начинайте развиваться в творческой индустрии. Это кто-то британец, скорее всего. Если британец, то это знаешь кто? А, ты угадал по Нет, этим? это метро Нью-Йоркское, а он британец. Вот из-за руки? Это Уилл Смит. Обалдеть. А чё мы даже- Бомба. А что с ним По- случилось? Даже по руке не узнали. Тебе нравится Уилл Смит как актер? Да, кстати, нравится. Знаешь, А почему? где он хорошо сыграл, скажи? А я не знаю, я просто привык, что Уилл Смит хороший актер. И Уилл Смит везде себя играет. Ну, это я. Явно. Блин, пожалуйста, давайте угадаем, кто это. Ну, по татуировкам мы должны понять, что это Аквамен, да? Ну, это же, Кажется, ты думаешь, это скала? хотя это, да, это скала. Я думаю, это скала. Блин, я, видишь, их татуировки не знаю. А, это Так точно это- скала, потому что это его футболка. Это его бренд одежды. У меня, кстати, у меня есть его какая-то спортивная... какой-то верх. Я просто вот этого быка знаю. Сокровище Амазонки, что за фильм? Дум. Дум, Геракл, фильм «Дум». Форшас. Вот тут он очень хорошо выглядит. Мне очень нравится майка голубая. Мне очень нравится Мы штаны. одежду обсуждаем. Да-да-да, есть. И мне нравится вообще, как он хорошо тут выглядит. И не знаю. кулон. Мне нравится, Ну да, что как вот будто... этот спорт. Смотри, такой какая связан. разница. А стиль-то тот же. Ну, это кто-то на баскетболе, да? На баскетболе и на приколе. Это Бен Аффлек, может быть? Нет. Дин Каут. Психо, Байкер, Дейст и Toxic Waiting. Блин, Это мне очень кто-то нравится и разрисован. кепка, и наряд. Да. Скажи, кто это нравится тебе? Бен Аффлек мы говорим? Бен Аффлек говорим, а я говорю, что это... Я не знаю, кто это. Ну нет, давай предположение какое-то. Ты А мне это составил, Иван да? Ургант. Это Джеймс Франко. Во-первых, Джеймс Франко очень я сильно люблю. Любишь? Да. Это прям человек, с которым я хочу дружить. А вдруг у вас есть там теория Да, 7 100% рукопожатий? Да. вообще. Я Я почти думаю, у меня уверен. даже меньше с ним. Ты ему предложи свои... Подружить. там, Твой СМР снится. Очень нравится этот образ. Я люблю рванину и разрисованное это всё. круто, Очень да. круто и выглядит, ему У подходит. Disquire-то очень такие... Да, такие но костюмы. вообще все смешно, все хорошо. Хотелось бы кроссовки его увидеть. Ой, ну это какой-то дед.
Он какой-то очень возрастной, да, судя вот именно даже не по рукам, видно, что руки стоят. Он какой-то сутулый такой. Блин, почему лысый? Может, это Малкович? О, хорошее предположение. Ну, я просто еще лысину, если честно, увидел. Телосложение как будто не Малкович, он тот более сухой, мне кажется. Я не знаю, кто это. Я, кстати, по телосложению предположил бы, что это Аль Пачино, но Аль Пачино сильно ниже. А это какой-то высокий дядька. Это Джон Траволта. Ой, сколько ему лет? Сколько лет? Да, но он же, правда, он уже возрастной актер. Где тебе нравится Джон Траволта? Ну, «Криминальное чтиво» мне нравится. «Пароль рыба меч» тоже классный фильм, но он там «Пароль рыба какой? меч», ну, он тогда был классный фильм, сейчас бы я не стал его Конечно. смотреть. Но я 100 раз смотрел фильм «Без лица». Блин, я один. Как там они прикольно играют, с кем он там играет? С Николасом Кейджем, они менялись лицами. Как Николаса они друг Кейджа друга терпеть прикольно не могу. играют. Это любой актер. Ну нет, смотри, у него шея такая накачанная. Это знаешь кто? какой-то- Это... Бен Аффлек? Нет, это этот. Ой, он идет с девушкой, мы могли бы... Росомаха. Росомаха? Думаю, да. Но он при этом идет в какой-то приколе. Фак, он идет в какой-то ветмо, может, он какой-то модный одет. Слушай, а если это Бен Аффлек, а он идет с Дженнифер Лопес? Дженнифер Лопес, нам Да, поэтому с это нее Бен скрыли. Аффлек. Это Ченнинг Татум. И это Зоя Кравец. Они встречались и раньше, представляешь? Была хорошая пара, красивая какая. Очень здесь хорошо выглядит... Ченнинг Татум хороший. Ченнинг хорошо выглядит, но я не люблю его как актера, вообще не понимаю его. А мне кажется, знаешь, его амплуа... Это рубрика «Я говорю, актер хуй». Ты говоришь «нет». Не говорю. Я говорю, что его амплуа разобрали... То есть Том Харди полностью его закрыл. Ну, если их сравнивать, мне кажется, вот они... Амплуа лысых бруталов? Где он играл лысых бруталов? В этом «Безумный Макс»? Или там Том Харди играл? Он играл в «Безумном Максе», тогда мне нравится этот актер. Это он? А ты про Тома Харди говоришь. Том Кто Харди? играл? Кто играл в Блин, нам нужны какие-то эксперты. «Безумный Макс»? Это другой «Безумный фильм. Макс» — это король... Это про пустыню. Да, а танцуют они где? М, Вот это они там, он там стриптизер, он там... Майк. «Безумный Майк»? Да почему безумный-то, блядь? Просто Майк? Супер Майк. Супер Майк. Да, вот. Хороший образ, вообще лайк. Я бы так хотел одеваться, но у меня пузо, я не могу себе такое позволить одеть. Да, наряд прикольный, мне И нравится. мне нравится, что он бритый, это красиво. Он не лысый, он бритый. Да. Ну давайте угадаем уже что-нибудь. Я люблю таких людей вообще. О, он с бородой идет. Это Я вообще... в татухах, кто это? Блин, ну не Том Хэнкс, правильно? Он просто вот так в изгое Да-да-да. с острова мог Это, вернуться. Кто это? Прикинь? Ладно, давай на бороду не будем смотреть. Кого татуировки такие есть? Потому что для актеров это довольно спорно вообще. Блин, У тебя нет татуировок же? Нет, Я думаю, что это Алишер Моргенштерн. хороший актер. Да, вообще, по жизни. О, Джона Хилл. А что, я хочу? Вот если он так нигде не снимется, это будет вообще... Вообще охеренно, кстати. Вообще другой человек, да? Квентин Тарантино. Нет. По рубашке, отвечаю, Квентин Ну Тарантино. что он такой толстый? Он бросил курить недавно. Блин, ну мне нравится версия, но я его... Но нет. Ну, давай так, но нет. Это Квентин Тарантино. Возможно, я знаю почему. Потому что я видел Эту рубашку? Late Night, да. Я по рубашке чисто думал, кто Прикинь? ходит в гавайских русских... Ой, Она не полосатая, а вот на этом кадре кажется, что полосатая. И я был уверен, что не может он быть в ней, а вот в такой может быть, да. Я его в такой тоже где-то видел. Какой-то но известный почему кадр. он в мокасинах? Да, может, ему пофиг. Да, это правда. А если бы Квентин Тарантино позвал тебя сниматься в фильме, но Бесплатно? Да. была бы сцена с ногами голыми? Я должен разуться? Да. Нет. Конечно, да. У меня, кстати, норм ноги. И он бы долго их снимал. Кайф. Ну, я бы... Ну, нет, ладно, я бы их как-нибудь там этой... Пилочка, знаешь, как они называются эти? Пилочка для пяток. Что? И ты бы сделал педикюр, ты хочешь сказать? Ну, педикюр — это чисто ногти, а я имею в виду, ну... Нет, да, я... почему? Педикюр — это чисто ногти, конечно. весь уход за ногами. Я бы сделал педикюр, конечно. Какой-то бриташка или Какой-то кто-то в на Нью-Йорке, да, стелечке, идет у да? нас человек. Ну. Ну, на стелечке колхозный. Мне, чуть-чуть. кстати, такое не идет, но, ну, видишь, что-то... Вообще, я давно не заправлял ничего в штаны. Так и бог с ним. Я тебе больше могу сказать, что какой-то крупный мужчина. Честно. Но это похоже на... Это Кандербеч. Блин, как он похож... я вот прям этот жест, прям он очень такой, типа отмахивает. У него, видишь, зажим тут в руке, он вот так вот шагает. Я не знаю, кто это Да. сложно. Это Оуэн Уилсон. О, вот прям, да, прикольно. Слушай, Оуэн Уилсон классный актер. А Мне- что в да. последнее время он образцовый самец? Это вообще классика моды. Это Ну, они там, да, они Зуландер. вместе, у них же есть этот прям, ну да, вот «Старский хач», «Образцовый самец». Они очень часто играют у него этот компаньон с такой этой прической. Смотри, он любит тапчики дорогие, одинаковые, но это странно.
Ну, кстати, вот это очень похоже на его стиль. Он вот это, знаешь, типа про удобство. Ну вот да, это как будто бы он такой есть. Кстати, вот он прям европеец, да? Он на самом деле это при том вообще же он какой-нибудь... американец. Да. Уилсон Оуэн Одевается Уилсон. вот. А ты не зря меня позвал? Я вообще никого не могу угадать. А я что, думаешь, больше отгадываю людей? Ну, ты Шварценеггера угадал. Я просто список этот составлял. Ладно. Хорошая куртка нравится. Это какой-то модный человек с Вот это- кольцами. вот это возрастная Рокер куртка, да? какой-то. Возрастная? Почему? Слушай, а это может быть Сильвестр Сталлоне? Или слишком Ой, хорошо ну что, выглядит? слишком хорошо, да. Я имею в виду вот извините. здесь, да? Он какой-то, видишь, идет куда-то в независимых фильмах. Вот Стас Михайлов, может быть. Может быть, да, кстати. Это какой-то молодящийся, респектовый мужчина. Я думаю, что это Киркоров. А это Николас Кейдж. Николас Кейдж. Вот видишь, Твой он, да, любимый. Вот без лица. молодящийся, оружейный барон. Николас Кейдж, ну правда, если вот так сделать нарезку, он вообще для меня абсолютно одинаковый. Абсолютно Да-да-да. одинаковый. Я не помню вообще Ну ни вот без одного его лица матча. это вот идет. Блин, захотелось посмотреть Прям, эти все блин, фильмы. прям смотрите, без лица, это вот фильм просто прикольный. Мне очень нравится Просто там прикольный фильм. еще другие персонажи. То есть там в целом очень крутая, не знаю, вот такая легкая атмосфера фильма, при этом он, конечно, там все это про убийство. Ну, в А общем, как тебе образ? хороший, хороший. Опять же, мне не идет, я, кстати, редко почему-то ношу светлые штаны. О! Блин, почему-то вот сейчас очень похож на кого-то, да, такой... На Сергея Лазарева, пожалуйста. Не знаю, кто это. Сейчас такой... Кто-то молодящийся. Не-не, я думаю, прям молодой. Это Кристофер Пратт. Это человек, который играет кого? «Стражи Стражи Галактики». Галактики. Он Но прикольный. Он прикольный. я в И он- Страже Галактики круто, все, здорово. Но, блядь, я с ним начал смотреть Parks and Recreations. Это офис только про парки. И он такой там долб. Вот как он раньше играл. И, конечно, Марвел его очень спас. Потому Подожди, что это прям... в офисе плохой. он играл? Нет. А похоже, да, на него был этот? Да, и персонаж? там так, это Parks and Recreation, это реально, А я посмотрите, если вы любите парк офис. смотрел, но мне вообще парки не А мне зашли. этот офис не зашел, а парк я зашел. И он там играет другого человека. Вот он реально такой. И если бы не Марвел, его бы можно было списывать. Хорошо, в какой форме человек. Кто-то пьет кофе, какой-то стильный. Блин, это же актер? Так конечно. хочется иногда сказать какого-нибудь Это Вин Дизель. певца. Вин Дизель? Вин Дизель, потому что Что-то пузика. не женского- Накачанная не пузика. Это женского я, во-первых, какого-то. и это. Это Вин Дизель. Красавец, молодец. Знаешь, что недавно пересмотрел современная «Хроники фотка? Риддика». «Хроники Риддика» — топовый фильм. Я очень люблю вот эту вот фантастику 2000-х. Это вот «Стражи Галактики», вот где кино делали. Хорошо выглядит, молодец, в хорошей форме. Сколько Ну, лет, знаешь, интересно, это же... Ну, хотя это, кстати, для него это стиль. Он вот в майках, он, как говорили, Брюс Уиллис в Но майке. он, Теперь он в просто, он не в джинсах, он мог же одеть какое-то что-то вонючее, что-то растянутое. У него есть аксессуар. Это образ очень похож на Рока. Помнишь, мы видели в голубой майке? А это классно, видишь, с брючками. Мне нравится спортивная. Это же классический образ Марлона Брандо. Понимаешь, косуху еще сверху накинь. Это классический образ американского голливудского актера. Не знаю вообще таких людей. это Джеймс Джаред Франко. Лето. Да, я хотел сказать, да? да, и сказал Джеймс Франко. Фу, Это я хоть Джаред одного Лето. угадал. Да? Это Джаред Лето, и выглядит в свои года великолепный человек. Это я знаю кто. Так это Джонни... Нет. Давай, Киану. Киану Ривз. Вот его стилек узнаваемый. Во-первых, он похож на моего лучшего друга. Давид, привет. А во-вторых, Киану, кстати... Я спокойно, я не могу сказать, что это самый хуевый актер, не могу сказать, что самый лучший. Но он самый необычный вот персонаж. Вот все же его вот эти причуды с тем, что он там раздает гонорар, что он ездит в общественном транспорте, или там может сидеть, там просто бургер есть на асфальте. Да, как человек он крутой, Да, вот это очень... согласен. Ну и «Матрица» божественна, кроме последней. А Джон Уик не твое? Не мое. Это Макс Шишкин, привет тебе, но Джон Уик вообще не мое. Это сын Джареда Лето и Киану Ривза? Ну это же не может быть Майкл Джексон, да? Современные же фотографии. Сейчас скажу, кто это. Блин, с такими длинными черными волосами. Он играет такого Линда. рокера, он все время играет в английских фильмах. Такой Нет, худой, это не он. смешной. Это он не носит такую уродскую обувь. Это Томми... Знаешь, кто это? Это меня попросил Макс Шишкин ставить этого человека. Это человек, который снял самый худший фильм, по мнению всех. Ты знаешь? Не знаю, «Комната» считается самым провальным фильмом в истории. Где вот они сидят? Я не знаю, я не смотрел, но все критики кино это знают. Макс, я вставил, и я обязательно, это я для себя еще, чтобы потом не забыть. Но пишите в комментариях, смотрели ли вы подожди, «Комнату». ну кроме обуви, он же Мне достаточно все необычный, нравится да. сильно. Он Да. икона стиля, на самом деле. А, Он очень хуевый, поэтому культовый. А что с обувью? Почему? Ну, это потому что очень затоптанные мартинсы. Если были ковбойские сапоги, я вообще лег бы от восторга. Мне бы понравилось. Джастин Бибер. А он актер? Не знаю, я знаю, кто-то очень... знаешь, кто это? Это который женщина из Дании, девушка из Дании. Это Эдвард Рейдман. Я же говорю, девушка из Дании.
И он еще «Фантастические твари». В «Фантастических тварях» вот так вот. Вообще смотрел Слушай, «Фантастические да, твари»? но это, вот Нет. это тоже не мое, да. Не зашло мне это все. Мне не нравится обувь, но прикольный бомбер. И он вообще, кстати, стильный чувак. Но там стилисты работают. Кто это? Кто это? Кто это? Ну, одет прикольно. Не знаю, мне... Райан Гослинг, дамы и господа. Райан Гослинг хороший актер? На твой взгляд? Ну да, но только что-то про наряд я не могу так сказать. То есть как будто бы ему это не очень идет. Хочешь, я сейчас себя похороню? Ты меня мою камеру все время закрываешь. Я знаю. Я недавно пересмотрел «Ла Ла Ленд», Ага. и это полный нахуй. Прикинь. Да? Сейчас меня в комментариях просто расчленят. Нет, давай так, пересмотрите еще раз «Ла Ла Ленд» Да-да-да. и потом расчленяйте. Мне кажется, ему не очень идет этот стиль. Не очень бомбер этот Я стиль. очень жду «Барби», и я мне не нравится вообще эта история. Но Райан Гослинг хорош, только... Мне кажется, он так сильно романтизирован. Все Ну, девочки такие, он в «Трех соснах» прикольный. Вот, я тоже хотел сказать. Да, татуировки у него еще топовые. Я оттуда, кстати, взял вдохновление своих. Ты знаешь, что у него все ублюдские татуировки? У него свои татуировки, такие, типа, какие-то полоски. Давай, угадаем, кто это. Это этот какой-нибудь из молодежных этих фильмов такой. Такой этот. Это дед какой-то вообще. Думаешь? Конечно. А что руки такие молодые? 3, 2, 1. Давай. Ну. Надо сказать, кто? Да. Ой, свинья. Ой, прикольно это, худи. Хокин Феникс. Ну, не Из старик. молодежного. Ну, не старик. Не старик. Мне он нравится как актер, но мне он не нравится как Джокер. Это какая-то слишком драматичная история. Не про супергероев. Ну, а Бэтмен новый про то же самое. Ты новый, все новые фильмы про супергероев будут такие у DC. А она? Да. Вообще. С искусственным интеллектом. Да, хороший. Вот такой вот. Хороший. Я говорю, он как актер мне нравится. Как одевается, он не надо так повторять. Мне нравится просто картинка. Ну, здорово, но так и не надо одеваться. Все, ладно. Стоит, что-то звонит кому-то. Это солист Maroon 5. Ну, кто-то симпатичный там. Это Крис Хемс. Нравится тебе он как Тор? Да, как в Тор нравится. Мне нравится как отец. Как отец? Да, он очень круто. Есть очень много видео, как он себя ведет со своей семьей, и он офигенный. Блин, я не видел. Это сын Уилла Смита. 100%. Джейден, да. Джейден, Красавчик. ну а что, он все, лицо всего Луи Виттона. Он входит во все списки самых плохих актеров. Да? Всегда. Ты вбиваешь, Ну, он у во него, всех списках. мне очень нравится, у него трек «Icon». А мне нравится Мне очень нравится, он как в карате. его сестра. Слушай, ну у них вообще прикольная семья. Ну, еще Мне не нравится их там родиться. внутри, эта вся история. А за что он бьет людей, тебе нравится? Уилл Смит подходит на сцену Он и прям бьет. бьет. Вот как это называется? Знаешь, Пощечина. я один раз наступил там, не знаю, в говно? какашку, все, я говноход. Ну, то есть он один раз ударил человека. Ну, говноход и говноход. Что Говноход и такого? говноход. И какой вывод? Мы сделали сегодня с тобой, Арсений Всё. Попов. Это концовка? Да, такая хорошая. Понравилась, Якобс? Мне понравилась игра. Мне чуть-чуть смутило, что я не могу никак проявить свои навыки, знаешь, там, например, догадаться, кто это. Просто, грубо говоря, знаю, не знаю. Нет, угадаю, не угадаю. Потому что в целом они в обычной жизни наряжаются, ну, знаешь, просто вот что-то удобное, что-то casual. Мне понравился Джаред Лето, он узнаваемый. Меня приколол вот этот чувак с длинными черными волосами. То есть он в обычной жизни идет, как будто он, ну, вот сейчас по ковровой дорожке. Мне нравится, наверное, Арнольд. Мне понравился, потому что, наверное, с него начали, он весь такой, ему это все идет. И Джона Хилл. Я просто наконец-то запомнил. Джона Хилл, да, очень круто выглядит. Я тебе больше могу сказать. Но актеры крайне редко используют стиль как Привлечь в внимание. повседневной жизни. Потому что, например, модели, все семейство Кардашьян, Все наряжаются, да? все музыканты, они знают, что их будут снимать папарацци. И они даже это часто используют как продвижение. Канье Уэст как-то использовал папарацци и Ким Кардашьян как лукбук. Они сняли каталог одежды Изи. О, прикольно. Таким образом, типа, они просто в машине переодевались, она все время выходила, гуляла рядом с машиной, ее фоткали. Вот. Да, прикольно. И потом они эти фотки использовали в коммерческих целях. Я не знаю стильных актеров, которые стильны в жизни, кроме, например, Шайа Лабафа или того же Джона Хилла, которые выбирают гранж кстати, почему и панк. Шайа Лабафа не было? И Потому вот он что, узнаваемый не знаю, в кстати. дурацком Да. сочетании вот этих грязных Вот, этих да, кед. вот в этот секонд рваный, как будто ты всегда их узнаешь. Почему Брэда Питта не было? Он же в жизни прям прикольно одевается. Нет, он Нет? так же одевается, да, он плохо Вот, одевается. подожди, а вот эти кожаные это куртки, это все для рекламы? Да, это Чтобы все. он за кофеечком ездит, один этот держит, Не знаю. одной рукой мотоцикл. Короче, прям вот Напишите, кто в жизни круто одевается из американских актеров, не стилизованный. Хотя, с другой стороны, что плохого в этом? Короче, как будто бы, знаешь, не мода и... Хотя, казалось бы, да?
Я не понял, мысль, значит, это открытый финал, дорогие друзья. Да. Арсений, я очень сильно рад, что ты ко мне пришел. Блин, спасибо, что позвал. Спасибо, что Прикольно пришел. Теперь буду смотреть. Во-первых, я это посмотрю, И потом все разгонюсь и посмотрю все остальные. Какие-то там подписки, лайки, комментарии приветствуются. Все. В театр к тебе ходите. Если попадете, потому что там все раскуплено. Ну так слава Это богу, вам, не это, последний раз. это вам челлендж. Попробуйте попасть в театр эстрады. На твой спектакль, На мой спектакль. который называется... Вселенная Островского. А билеты на импровизацию есть на сайте. Там 500 тысяч концертов, на которые ты уже опаздываешь. Да. Я не шучу, ты опаздываешь. Все, я иду. Пока. Пока. Ой, я вообще забыл, что здесь есть камера. Привет! Вы там как? Да, мы не смотрим. Вы поставили все лайки, комментарии? Всем привет! Это... Ты можешь, блин, не лезь? Попал в кадр? Он уже перетянул на себя одеяло. Я вот что-то сегодня... В зеленом. В зеленом, Да, желтом. зеленое, синее. Это А покажи носки. Да, помогите мне. Желтый носок. Всем привет! Кстати, Давайте на обложку так сделаем. Всё. Привет. Ты большой человек, тебе нужны большие кольца. Ты реально думаешь, что, мой большой палец — это твой Ну, мизинец? у меня очень широкие Не костяшки. льсти себе. Пишите в комментариях, какие кольца идут Арсению больше. Тоненькие, аккуратные или вот такая хуйня? Это Истомин? На слоне приехала. Такая, Прикинь, она могла. И И там диджей. И там диджей.